Крупнейшие происшествия на круизном лайнере в 21 веке. Современные круизные лайнеры проектируются с учетом самой сильной непогоды. Капитан уверен, что судну ничего не будет, а пассажиры в круизе всегда ожидают хорошей погоды и спокойного моря. Крупный круизный лайнер Коста Конкордио – отличный роскошный пассажирский лайнер, который осуществлял круизы круглый год по Средиземноморью. На борту были 3 бассейна, которые накрываются стеклянной крышей в случае плохой погоды. А также на борту были 3 палубы, которые полны баров, ресторанов, холлы и комнаты для отдыха. Было практически все, от казино, карточных комнат, галерей до маленькой часовни и библиотеки. Коста Конкордия – круизное судно, построено в 2006 году на верфи Финкантьери. Собственность компании Коста Кросаир совершала круизные рейсы под итальянским флагом между портами Средиземного моря. Имя круизного лайнера в дословном переводе означает «берег мира». Коста Конкордия являлась самым большим судном в компании Коста Кросаир, а в 2006 году находилась на 10-м месте среди самых больших круизных судов в мире. Длина круизного лайнера – 291 метр, ширина – 36 метров, высота – 62 метра. На лайнер было 13 палуб. Пассажировместимость судна составляла 3780 человек. В экипаже было 1100 человек. Стоимость круизного лайнера обошлась за 450 миллионов евро и было спущено на воду. Церемония крещения судна состоялась 7 июля 2006 года. Крестной матерью Коста Конкордия стала чешская супермодель Ева Герцогова, которая при крещении судна не смогла разбить бутылку шампанского, что является дурной приметой. На борту судна сняты многие эпизоды фильма «Социализм» режиссера Жана-Люка Годара. До происшествия катастрофы судна Коста Конкордио лайнер в 2008 году, маневрируя во время швартовки в порту Палермо, повредила свою носовую часть, навалившись на причал. Никто не пострадал. После происшествия судно прошло реконструкцию. Последний круизный маршрут судна Коста Конкордио, имевший название «7 ночей средиземноморской зимы, Савона и обратно», предполагал заход в порты нескольких итальянских городов, а также в Барселону, Испания, и Марсель, Франция. Катастрофа лайнера в 2012 году Коста Конкордио у берегов Италии вызвало у многих недоумение. Современный круизный лайнер имел двойное дно. Трюм разделялся на 19 водонепроницаемых отсеков, разделенных переборками с герметичными дверьми. При затоплении любых двух из них судно оставалось бы на плаву, оснащено всем необходимым для обеспечения безопасности мореплавания, затонуло в спокойную погоду в хорошо исследованном районе. Эксперты недоумевали, каким образом судно, проходившее этим маршрутом по 52 раза в год, могло отклониться от своего курса на 3-4 мили, так близко подойти к берегу, а получив пробоину, так быстро перевернуться. Ущерб владельцев судна оценивается в 1,5 миллиарда евро. Морская катастрофа, произошедшая в ночь с 13 на 14 января 2012 года в Тиренском море вблизи итальянского острова Джильо. Коста Конкордия, один из крупнейших европейских теплоходов, во время круиза по западному Средиземноморью с 4229 людьми на борту налетел на рифы, получил серьезные повреждения и лег на правый борт. При этом погибло 32 человека. Крушение произошло на пути следования из Чивитавекки в Савону. У судоходной компании Коста Конкордио, которой принадлежал корабль, была традиция приветствовать жителей и гостей острова Джильо гудками, подаваемыми с близкого расстояния. Суда подходили без каких-либо согласований.
не имея на борту достаточно подробной карты для прокладки курса вблизи берега. Вечером крушения капитан Франческо Скеттино в очередной раз сошел с привычного маршрута в сторону Джильо. Отключив автопилот и систему судовой тревожной сигнализации инерциальной навигации, он начал приближаться к острову. На капитанском мостике в этот момент по приглашению Скеттино находилось несколько посторонних лиц, которые отвлекали его и других судоводителей. В результате Коста Конкордия опасно приблизилась к скалистому берегу. У руля вахту нес индонезиец Якоб Русли. На несколько команд, отдаваемых Скеттино на английском, он реагировал с промедлением, переспрашивал заданный курс судна, перепутал направление поворота. Череда ошибок и задержек привела к тому, что расстояние до берега сократилось до 350 метров. В 21 час 44 минуты прямо по курсу показались скалы. Носовую часть удалось отвернуть, но корму занесло на рифы. Гранит проделал в корпусе 53-метровую пробоину. В поврежденных отсеках размещалась судовая энергетическая установка. В течение 1 минуты жизненно важные узлы и агрегаты оказались выведены из строя. На борту погас свет, неуправляемый лайнер двигался по инерции, удаляясь от берега. Коста Конкордия дрейфовала больше часа, пока волны и ветер не выбросили ее на мель. В 22 часа 30 минут была объявлена общая тревога, спустя 20 минут началась эвакуация. К полуночи крен достиг 35 градусов, дальнейший спуск шлюпок и плотов оказался невозможным. Около полутысячи оставшихся на борту человек были поочередно сняты с заваливающегося лайнера спасательными катерами и вертолетами. Спустя 5 часов после столкновения Коста Конкордия легла на правый борт. Эвакуация продолжалась до раннего утра. После длительных расследований крушения лайнера Carnival Corporation выяснились 4 причины катастрофы. Первая причина – отклонение от безопасного маршрута. Утвержденный заранее маршрут предполагал проход Коста Конкордии на автопилоте посередине между Джильо и полуостровом Монте-Арджентарио. Скеттино на следствии первоначально заявил, что подошел ближе, чтобы поприветствовать друга, потом отказался от своих показаний и сказал, что приблизиться к острову его заставил неизвестный менеджер корпорации судовладельца Carnival Corporation. Вторая причина – языковой барьер между капитаном и рулевым. Команды Скеттино выполнялись с промедлением, что стало одной из причин опасного сближения со скалистым берегом острова Джильо. Третья причина – посторонние на мостике во время маневрирования. Пассажирский администратор Манрика Джампедрони много говорил и отвлекал капитана. По-прежнему не установлена роль возлюбленной Скеттино Домники Чемартан. По ее собственным показаниям, она молча стояла поодаль от постов управления и никак не мешала экипажу работать. Четвертая причина. Большое число погибших и раненых объясняется запоздалой передачей сигнала бедствия, задержкой при подготовке к эвакуации и плохой ее организацией. Не все люди на борту были оповещены экипажем о бедственном положении судна на понятном им языке, поэтому кто-то предпочел остаться в каютах или в общественных помещениях, даже не надев спасательный жилет. Стюарды, за редким исключением, это не проконтролировали. 6 человек были признаны виновными. Самое суровое наказание понес капитан Франческо Скеттино. Он был приговорен к 16 годам заключения. В 2014 году Коста Конкордия была поднята и отправлена на утилизацию. После катастрофы были ужесточены правила морского судоходства и прохождение пассажирами предрейсового инструктажа. Катастрофа Коста Конкордио – крупнейшая по количеству погибших пассажиров на круизных лайнерах за последние годы. Но происшествия, угрожающие жизни людей, случаются на таких судах ежегодно. Как и тысячи лет назад, человеческие ошибки, технические проблемы, штормы зачастую создают для экипажей и пассажиров судов тяжелые ситуации. Это не значит, что морских путешествий надо бояться. Однако полезно знать об основных опасностях, подстерегающих людей в море.